Миллионы людей привыкли видеть его безупречным. Золотой Макне – лицо самого успешного бойс-бенда планеты, всегда улыбающийся и готовый свернуть горы ради своих фанатов. Но то, что произошло во время недавнего прямого эфира, заставило затаить дыхание даже самых преданных поклонников. Никакого лоска, привычных улыбок и идеальной картинки. Перед камерой сидел совершенно другой Чон Чингук, уставший, потерянный и находящийся на грани нервного срыва. Этот эфир стал шоком для фандома. Артист не скрывал, что пил алкоголь, и его поведение кардинально отличалось от привычного. Спутанная речь, перепады настроения и даже мат – все это кричало о внутреннем надломе. Он выглядел человеком, который отчаянно пытается заглушить душевную боль и колоссальное напряжение. Реакция AOA в реальном времени менялась от недоумения до паники. Сначала зрители пытались свести все к шутке, списывая происходящее на усталость. Но чем дольше шла трансляция, тем страшнее становилось фанатам. В комментариях появились тысячи сообщений с просьбами выключить камеру и пойти спать. Людям было больно смотреть, как их кумир, дарящий свет миллионам, сам погружается во тьму глубокой депрессии. Это был не просто нетрезвый эфир, а немой крик о помощи, замаскированный под пьяную откровенность. Поклонники с ужасом осознали истину. Идеальная маска айдола треснула, обнажив израненную психику парня, который не может справляться с давлением в одиночку. Эфир стал красным флагом, заставившим фандом содрогнуться от тревоги за жизнь суперзвезды. Чон Чингук родился 1 сентября 1997 года в Пусане. Обычный мальчишка с большими амбициями, который даже представить не мог, какая невероятная и одновременно жестокая судьба ему уготована. В возрасте, когда сверстники наслаждались беззаботным детством, играли с друзьями и совершали первые наивные ошибки, он уже погрузился в безжалостную мясорубку южнокорейской индустрии развлечений. Став стажером в столь юном возрасте, Чингук фактически лишился нормального подросткового периода. Вместо школьных вечеринок и первой влюбленности, изнурительные тренировки до потери сознания, жесткие диеты и жизнь под неусыпным контролем продюсеров. Он рос на глазах у всего мира, формируясь не как обычный человек со своими слабостями, а как идеальный продукт для сцены. Титул Золотого Макне стал не только величайшей наградой, но и самым тяжелым бременем в его жизни. От самого младшего и талантливого участника группы всегда ждали совершенства. Чингук просто не имел права на ошибку, не мог позволить себе дать слабину или показать истинные эмоции, если они не вписывались в концепцию идеального айдола. Годами он скрывал свою боль за ослепительной улыбкой, отдавая всего себя фанатам и огромной корпорации. Но психика человека – не стальной механизм. Невозможно вечно носить маску совершенства, когда внутри бушует буря из одиночества и давления. Пусанский мальчишка оказался заперт в золотой клетке своего успеха, где каждый шаг оценивается под микроскопом, а оплошность грозит скандалом. И этот срыв был лишь делом времени. За красивой картинкой мировых туров, многомиллионных контрактов и оглушительных оваций скрывается пугающая изнанка славы. Откуда берется эта разрушительная депрессия, толкающая успешного артиста на дно стакана прямо на глазах у миллионов зрителей? Прежде всего, это колоссальное, нечеловеческое выгорание. Графики поп-звезд выстроены так, что у них физически не остается времени на полноценную жизнь, отдых или просто тишину. Чингук годами жил в режиме нон-стоп, где каждый его день был расписан по минутам продюсерами HOB. Но физическая усталость меркнет на фоне психологического истощения. В сети постоянно циркулируют пугающие слухи о жестком давлении со стороны агентства, требующего от своих подопечных невозможного быть безупречными роботами, генерирующими прибыль. К этому добавляется тотальное отсутствие личного пространства. Любая попытка построить отношения или просто отдохнуть с друзьями моментально становится достоянием общественности. Токсичные сасен-фанаты преследуют айдолов повсюду, взламывают телефоны, дежурят у домов, превращая жизнь в параноидальный кошмар. Даже всеобъемлющая любовь фандома AOA может стать удушающей клеткой, когда ты понимаешь, что не имеешь права разочаровать миллионы людей. На самой вершине музыкального Олимпа невероятно холодно и одиноко. Чингук оказался в ловушке. Он окружен толпами обожателей, но, возможно, ему абсолютно некому излить душу, кроме случайных зрителей пьяного ночного эфира. Это крик о помощи человека, раздавленного собственным величием, задыхающегося от невозможности быть просто собой. Этот эфир Чингука пугает фанатов не просто так. Южнокорейская индустрия развлечений тщательно скрывает за своими яркими клипами страшную статистику.
Эпидемия тяжелой депрессии и самоубийств среди популярных айдолов – это мрачная реальность к-поп, о которой корпорации предпочитают молчать. Когда мы видим кумира в таком нестабильном состоянии, память возвращает нас к судьбам тех, кто тоже ярко улыбался на камеру, скрывая невыносимую боль. Мы навсегда запомнили прощальные слова Джан Хёна и Шине, который искренне признался, что депрессия медленно поглотила его целиком. Мы помним травлю, сломавшую хрупкую Солли, и шокирующий уход Мунбина из Астра, чья смерть стала жестоким напоминанием о безжалостности индустрии. Именно поэтому ночная трансляция Чингука – это не повод для желтых заголовков или насмешек. Это гигантский, пульсирующий красный флаг для всего мира. Когда суперзвезда такого уровня выходит в прямой эфир с алкоголем, матом и печатью абсолютного отчаяния на лице, это означает, что система дала жесткий сбой. Он отчаянно кричит о помощи на понятном ему языке, потому что традиционные пути спасения давно отрезаны контрактами. Общество и руководство HYBE не имеют никакого права проигнорировать этот тревожный звонок. Если главная звезда BTS сгорает у нас на глазах от чудовищного давления, значит, нечеловеческие стандарты зашли слишком далеко. Армии бьют тревогу, потому что искренне боятся потерять еще одного невероятного артиста. Его жизнь и здоровье в 1000 раз важнее любых музыкальных рекордов. Что же ждет Чон Чингука дальше после этого пугающего срыва на глазах у миллионов зрителей? Ему жизненно необходима не жестокая критика за выпитый алкоголь или резкие слова в эфире, а квалифицированная помощь специалистов и тотальный покой. Руководство агентства просто обязано взять паузу, решительно отодвинуть на задний план изнурительные графики и многомиллионную прибыль, чтобы спасти человека, принесшего им мировую славу. Осуждение в социальных сетях, беспощадные нападки хейтеров и желтые статьи в СМИ – это самое худшее, что может произойти. Каждый негативный комментарий становится камнем, который тянет артиста еще глубже на дно пучины депрессии. И именно здесь на первый план выходит истинная роль преданных фанатов. Наша с вами любовь должна стать для него спасательным кругом, мощной исцеляющей силой, а не дополнительным бременем ожиданий. Освещая каждый день новости корейских звезд, мы порой забываем, что за идеальным сценическим образом всегда скрывается хрупкое и уязвимое человеческое сердце. Нам всем нужно дать ему пространство для исцеления, законное право на ошибку и возможность просто побыть слабым, без страха быть отвергнутым публикой. Пусть этот невероятно мрачный эпизод станет поворотной точкой, которая заставит индустрию пересмотреть свое отношение к ментальному здоровью. Как вы считаете, сможет ли Чингук справиться с этим колоссальным давлением и найти выход из темноты, или беспощадная система сломает даже такого сильного парня? Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях.